вас есть какая-то территория, которую у вас охраняли собаки, да? Эти собаки были обкормленные, откормленные, они лежат, их кормят хорошо. Ну чего им что-то охранять, куда-то бегать, да? Зачем? Да, вы все время что-то предпринимаете, какие-то меры для того, чтобы это помещение или территорию эту охранять. Вот тут вы решили так, а что ж мне этих собак-то перекармливать? Пусть кушают в меру. Да? Эти собачки сразу похудели, они сразу начали двигаться активно, они сразу начали заниматься своей работой. Вам легче будет так жить? Легче, правда? То есть здесь то же самое. Ваша стопа, она не работает, она просто где-то на чем-то лежит. Она дает какую-то ось, правильную и неправильную. Мы же на ней ходим 16 часов. Она дает какой-то толчок, какую-то цепную реакцию на весь ваш организм, который предсказать тяжело, идут компенсации по всем остальным отделам, да, нашего организма. Где, в какой момент, в каком месте она стрельнет, не знаем. Но четко знаем, что доктор Ваненбург в 1931 году получил Нобелевскую премию, доказав, что все, даже все основные формы онкозаболеваний сопровождаются двумя патологиями. Это гипоксия и ацидоз. Гипоксия – это кислородная недостаточность, ацидоз – это нарушение щелочного баланса. То есть гипоксия – это практически предтеча всех заболеваний наших внутренних органов. Скажите, пожалуйста, опять-таки аксиома, да? Является ли аксиомой то, что при атрофии мышц стопы мы в определенных отделах, которые отвечают за наши органы, получим эту атрофию? Да? То есть стопа, я имею в виду позвоночник, да? Давайте сформулируем по-другому. Стопа балансирует мышцы, тоже позвоночника, паравертебральная. Наш организм устроен таким образом, что все наши крупные сосуды, так, сердце это котел, да? Он дает забросы, мышцы должны прокачать наш кислород, донести его до внутренних органов. Без кислорода человек жить не может. Как опять-таки 1931 год, Ваненбург, Нобелевская премия. То есть наша задача мышц прокачать кислород. Но все наши мышцы устроены таким образом, что они в большей или меньшей степени они его прокачают. Мы наклонились, мы встали, мы присели, мы легли, мы что-то подняли, мы пробежались. Сзади на спине у нас паравертебральные мышцы, которые они работают симметрично. Они не могут работать отдельно. Поэтому для них, опять-таки, их положение зависит от положения нашей стопы. Сколиотическое искривление начинается у ребенка когда он начинает вставать на ножки. Он же не на коленках ходит, да, когда он стоит на ножках. Он начинает балансировать. Симметрия полушарий головного мозга, преобладающие полушария у правши левое, левши правое, стопки ребенка запакованы, коленки ребенка вколочены, мышцы не работают, ребеночек стоит как на ходулях, начинает балансировать. Начинается искривление, он же не может ходить с наклоненной головой в сторону. Поэтому он начинает каким-то отделом балансировать. Первый отдел, который начинает балансировать, это крестец, поясница, крестец, пояснично-крестцовое сочленение. То есть он начинает там баланс. Да? Первая компенсация ребенка. Наверняка, если бы ребенок вставал на ножки годиков 2-3, то он бы не имел тех проблем, которые он имеет на сегодняшний день. Не только ребенок, взрослый люди. Поэтому встал ребенок, получил искривление, он стоит на стопках наших. Стопа, она и дана плоской для того, чтобы балансировать. Да? Для того, чтобы... Она должна принять эту нагрузку. Ее задача отбалансировать опорно-двигательный аппарат. Поэтому у стопы и есть 5000 векторов движения косточек. Потому что она должна с учетом ареала обитания человека, в какой местности он живет, на твердом грунте. Мы ж получили эту анатомию когда мы в цивилизации уже оказались. Да? То есть человек получил вот такую форму стопы, для того, чтобы она приняла форму, да, согласно грунта, на котором человек будет жить. А задача стопы не быть плоской или не плоской, красивой, некрасивой. Задача отбалансировать опорно-двигательный аппарат. Вот и все. Нормализовать, чтобы нормально работали все функции организма. Потому что на стопе мы находимся основную часть нашей жизни. Еще кисть имеет столько же векторов движения. Но кисть у нас для того, чтобы что-то брать. Да? То есть все равно она у нас будет работать. А вот стопу мы почему-то решили, мы ее должны заковать во что-то, и она должна там быть упакована. Поэтому от стопы идет основная нагрузка на наш позвоночник. Поэтому можно вполне говорить, что от стопы идет нарушение или идут проблемы не только опорно-двигательного аппарата, но и всех наших внутренних органов. В большей или меньшей степени.